Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная посылка Китай Алиэкспресс. Вскрываем и смотрим, что у нас внутри. Пришел беспроводной пылесос Pupy A6. Упаковка достаточно хорошая. Посмотрим, что идет в комплекте. Инструкция. Алюминиевая трубка. Щетка 2 в 1. Зарядное устройство. Аккумулятор пылесоса. Основная щетка. И сам пылесос. Больше ничего нет, комплектация достаточно простая. А теперь разберем все по отдельности. В пакетике есть 2 монтажных дюбеля для крепления зарядной станции к стене. Щетка с ножиком для очистки и обслуживания пылесоса с фильтром. А с помощью лезвия можно срезать волосы или нитки, которые намотались на щетку. Гарантийный талон, к сожалению, не заполненный. Хоть бы какую печать поставили. И сама инструкция к пылесосу. Присутствует русский язык. Инструкция простейшая, но по картинкам и так все понятно. Далее зарядная станция. С одной стороны блок питания на 27 вольт и на пол-ампера под европейскую вилку. Кабель длиной 2 метра. И с другой зарядная со штекером, в котором 2 отверстия для монтажа. Зарядная прикручивается к стене и пылесос сверху устанавливается. Далее щетка 2 в 1. Изначально идет узкая трубка для уборки в труднодоступных местах и щелях. При нажатии на фиксатор можно выдвинуть кисточку. Эта насадка также хорошо подойдет для уборки салона автомобиля. С помощью повторного нажатия на фиксатор возвращаем трубку обратно. Далее алюминиевая трубка. С одной стороны кнопка и 2 разъема для штырьков. С другой стороны 2 торчащих штырька. С помощью их идет питание основной щетки и подсветки. А вот и сама основная щетка. В щетке также присутствуют штырьки. Углы поворота щетки достаточно хорошие. Внутри видна гофрированная трубка. Надеюсь, она прослужит долго. Также присутствуют 2 колесика для легкого скольжения щетки по полу. Спереди щетки находится светодиодная подсветка, состоящая из 3 диодов. С самого низа есть ворсистая полоска и вращающийся валик, который легко можно снять и почистить. Ну а теперь сам пылесос. Он имеет достаточно оригинальный и красивый дизайн. В руке держать удобно. Сверху 2 кнопки для управления пылесосом. Одна отвечает за включение самого пылесоса, второе за включение и отключение турборежима. Далее идет шкала заряда батарей. Еще кнопка для отсоединения трубки. Снизу разъем для аккумуляторной батареи и кнопка для ее отсоединения. Еще снизу есть съемный контейнер для сбора пыли объемом 500 мл. Контейнер разборный, поэтому его легко мыть и обслуживать. Дно колбы откидное, что обеспечивает легкое избавление от мусора. И, конечно, гнездо для установки на зарядку. И последний элемент – это аккумулятор емкостью 2200 мАч. Ну а теперь соберем сам пылесос. Изначально нужно подкинуть аккумулятор. Далее присоединяем трубку к пылесосу. Я думаю, со штырьками легко разберетесь, так как других вариантов сборки нет. И также присоединяем основную щетку. Все, пылесос собран, проведем первый запуск. Нажимаем на кнопку включения. И пылесос запускается сразу в обычном режиме. Проверим турборежим. Индикатор показывает, что у нас низкий уровень зарядки аккумулятора. Подсветка достаточно хорошо освещает. Принудительного отключения ее нет. А вот так работает турбощетка. За счет нее происходит более качественная уборка. Также турбощетку можно подключить напрямую к пылесосу, без алюминиевой трубки, для уборки мягкой мебели. А вот так просто присоединяется узкая трубка. Ее также можно присоединять напрямую к пылесосу. Далее необходимо выбрать место, где будет храниться и заряжаться пылесос. Зарядную станцию необходимо закрепить так, чтобы было удобно ставить пылесос на зарядку. Поэтому отрисовываем линию снизу зарядной станции, заранее установив в нее пылесос. Затем прикладываем отдельно станцию и делаем отметки для отверстий. Просверливаем отверстие и прикручиваем зарядное.
Тестируем. Все получилось хорошо. В обычном режиме работы пылесоса хватает почти на полчаса, в турборежиме 8 минут. Поэтому для уборки квартиры их необходимо комбинировать. Конечно, впечатлениями о работе пылесоса в видео практически невозможно поделиться. И перед тем, как опубликовать видео, семье пылесосу я дал поработать 2 недели. И честно, он порадовал нас своей работой. 200-ваттной мощности достаточно, чтобы справиться практически с любым мусором. А если есть сильное загрязнение или нужно пройтись по ковру, то подключаем турборежим. Пылесос удобно держать в руке, и вес почти в 2 кг не напрягает. А вот моей дочери он точно очень понравился. Ну и ради приличия небольшое испытание на крупье. Пылесборник очищается очень легко, а после нескольких раз использования пылесоса можно все части колбы промыть вместе с фильтром. Главное потом все просушить. Кроме обычного применения в квартире, пылесосом можно пользоваться и для уборки салона автомобиля. Обычной щеткой тут, конечно, нечего делать, а вот трубка с кисточкой справляется на ура. Очень удобно. Пылесос реально крут. Нам всем понравился. Мощности хватает практически для всех целей. Внешне смотрится красиво. Из минусов. Хотелось бы помощнее аккумулятор, чтобы в турборежиме работал минут 15. Но это была бы совсем другая цена. И немного напрягает лампочка зарядки. Когда пылесос уже полностью заряжен, она все равно постоянно горит. На этом обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на товар под видео. Не забываем подписываться на канал. Обязательно ставим лайки. Всем пока.